Сегодня покажу вам сразу два рецепта закусок с помидорами. И начнем мы с первого варианта. План у нас простой. Сначала я подготовлю сами томаты, потом сделаю пряную ароматную заправку. Это отличный быстрый рецепт на ужин или на обед, когда хочется чего-то свежего и пикантного. Беру спелые сочные помидоры и нарезаю их на 4 части, но не до самого конца, чтобы получился такой раскрывающийся бутон. Кстати, размер томатов не имеет значения. Подойдут любые, главное, чтобы они были спелыми и плотными. Теперь займусь зеленью и специями. Беру свежий укроп и нарезаю его как можно мельче. Следом идет острый перец, его тоже мелко рублю. Возьму емкость побольше, ведь именно в ней я буду готовить заправку. Перекладываю туда укроп, добавляю соль, сахар, кориандр и специи для овощных блюд. Очищаю 3 или 4 зубчика чеснока, выдавливаю их через пресс прямо к зелени. Сюда же вливаю растительное масло и уксус, после чего все тщательно перемешиваю. Если вам попалась жесткая зелень, слегка разомните ее солью прямо на доске до того, как отправить в соус. Тогда она отдаст весь свой аромат. Теперь этой ароматной зеленью со специями аккуратно наполняю помидоры внутри разрезов. Где-то получается чуть больше, где-то меньше. Что вам ближе в таком маринаде? Пикантная остринка или более мягкий пряный вкус? Напишите об этом в комментариях. Дальше нужно будет оставить томаты на какое-то время в холодильнике. Выбрала обычный плотный пакет, но вы можете взять, например, любую другую емкость с плотной крышкой. Перекладываю туда нафаршированные овощи и убираю в холодильник на несколько часов, а лучше оставить их там на всю ночь. Холодные помидоры отлично пропитались специями, остались тверденькими и аппетитными. Наша первая закуска из помидоров полностью готова. Теперь переходим ко второму рецепту. Он не менее интересный, так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые кулинарные идеи. Для второго варианта беру средние помидоры и нарезаю их аккуратными дольками. Дальше мне понадобится красный лук. Нарезаю его. Это красиво. Фиолетовые кольца отлично смотрятся на фоне красных томатов, делая салат с помидорами очень ярким. Во-вторых, такой лук гораздо мягче и слаще обычного репчатого. Теперь делаю заправку прямо в глубокой миске. Растительное масло подойдет абсолютно любое, но чем оно ароматнее, тем интереснее будет финальный вкус. Я часто использую оливковое, подсолнечное с запахом семечек и даже тыквенное. Добавляю яблочный уксус. Он намного мягче столового и хорошо подчеркивает естественный вкус овощей. Туда же отправляю сахар, соль, копченую сладкую паприку и немного дижонской горчицы. Это мой любимый вариант, ведь горчица добавляет пикантности, а паприка дает легкий аромат дымка. Не забываю про зелень. Чем больше ее будет, тем лучше. Сегодня у меня петрушка. Нарезаю ее достаточно крупно. В этом рецепте она выступает как полноценный ингредиент, а не просто как украшение. При желании можно взять укроп, кинзу или даже свежий базилик. Напишите в комментариях, добавляете ли вы что-то еще в такие салаты. Может, кто-то использует сыр, маслины или тоже любит чеснок. Теперь все аккуратно перемешиваю, чтобы не повредить нежные ломтики, и даю салату немного постоять хотя бы 10 или 15 минут, чтобы все вкусы соединились. Получаются очень сочные маринованные помидоры, которые подходят к любому гарниру. Поставьте лайк этому видео, чтобы помочь тем, кто еще не видел этот простой рецепт. Приятного аппетита!